Евгений Владимирович, если вернуться в Украину, то какие события, да, нас ожидают в контексте вот непосредственно самой войны? Я заметил последнее время, уже об этом говорил выше, как-то все и на фронт внимания не обращают. Однако на днях с российской стороны посыпались прогнозы, что будет поход на Харьков, будет наступление в Черниговской области. Короче, север придет в движение. Причем сроки называются, ну, это вот следующий год, да, то есть если все вот так и останется, то есть без каких-то договоренностей, остановок, приостановок. Этому всячески подыгрывают, это прям видно, да, подыгрывают друзья Зеленского из Британии. Ну, уже есть, опять, кто-то верит, кто-то не верит, это все понятно, военное время, пропаганда, сложно проверить, есть там хакерская группа, они уже опубликовали список лиц, которые принимали участие в ударах на суда в Черноморском, ну, в Черноморском регионе, там вообще все около Турции происходит, и непосредственно в водах Турции, рядышком с водами Турции. Причем суда торговые, кто-то подсолнечник вез, кто-то нефть перевозил. Это, конечно, жуткое событие, да, но нашло отклик. Я имею в виду жуткое для мировой торговли событие, да, и судьбы Черного моря в принципе. Нашло отклик и у Эрдогана, и у Путина, и там есть определенная степень действий Российской Федерации, которые проанонсированы. И анонсирован, и самая высшая степень – это отрезать Украину от моря. Об этом сказал лично Путин. Но провокации-то продолжаются. Да? Вот удар по Грозной Сити, который там конкурировал с Эльбрусом на новую как бы купюру от Центробанка Российской Федерации, теперь там дыра. То есть конкретно, да, то есть прилетело несколько дней назад, Кадыров давал интервью, рассказывал, как он там Европу будут покорять россияне и так далее, и вот такой проект. То есть эскалация перманентная, я к этому сейчас веду. Причем касающихся не только там России, Украины, а в принципе гораздо больших масштабов. Как вы думаете, вот этот поход на север или, например, отрезание юга Украины, это все такие стратегические пугалки, которые сейчас обсуждаются, но по факту все идет к мирному соглашению, просто очень болезненному. И это как один из рычагов, мол, не хотите сейчас, вот будет вот так. И к этому будет идти, поэтому давайте подписывайте. И когда сложатся определенные геополитические и, ну, понятно, российско-американские факторы, да, пазлы сложатся, и это все подпишется. Или нас правда ждет уникальный 2026 год по масштабам потери территории и вот такими широкими мазками по фронту, по стрелочкам и линиям? Саша, вы, как всегда, задаете очень глобальные вопросы. Давайте начнем с самого начала. Да? Мы с вами сейчас вынуждены находимся не в Украине, потому что мы всегда в эфире говорили об одной вещь, да, что Минские соглашения – это гораздо лучший исход для Украины, чем широкомасштабная война, которая приведет к понятным результатам. Да? Надо было быть глупцом, надеясь на то, что можно выиграть или победить в конфликте ядерную державу, которая превосходит нас по населению в 5 раз, по экономике в 10, имеет собственный ВПК и так далее. То есть совершенно понятно, что Украина не могла победить в этой войне, и Зеленский тоже это понимал, но его подталкивала Великобритания, визит Бориса Джонсона и откровения Рахами об этом неоднократно заявляли. Да? То есть Великобритания некогда империя, которая построила свое величие на пиратстве и на колонизации других территорий. Да? До Первой мировой это была сверхдержава, потом постепенно начала терять свое влияние, потеряв его после Второй мировой войны. И последний визит Трампа к королю, похлопывание его по плечу, да, нарушение всех норм этикета говорят о том, что Великобритания находится на задворках. Но тем не менее, это самое большое зло, которое влияет на эскалацию в Украине. Почему? Потому что непосредственно после скандала с Pandora's Papers, да, мы с вами понимали, что визит Ермака и Зеленского в 2020 году в Ми-6 к Ричарду Муру навстречу, который тоже не по рангу, не может президент и глава его администрации независимого суверенного государства идти в разведку другого
другой страны. Да? То есть это был вызов на ковер, то есть это был откровенный шантаж, после чего Зеленский поменял свою политику. И к нашему несчастью, да, если сейчас Зеленским пожертвуют в рамках коррупционного скандала и Штаты его додавят, у Великобритании есть запасные игроки, такие как Буданов, такие как Залужный, такие как все те, кто находится в Великобритании, дают там интервью или так или иначе находятся под их влиянием. Да? Это можно называть агентами Великобритании, которые будут потом интегрированы в украинскую повестку. Мы с вами обсудили, что Соединенные Штаты, и в зависимости от их помощи, будет зависеть перспектива развития украинского конфликта. Да? Мы понимаем, что Украина победить не может, но может сопротивляться, удерживать какие-то рубежи обороны, но в Великобритании не стоит задача победы или даже сохранения Украины в каких-то границах. У них стоит задача нанесения, во-первых, возвращения за стол переговоров, во-вторых, нанесения максимального ущерба России, да, что является многовековой традицией и попыткой со стороны короны, да, нанести всегда этот сопутствующий ущерб. Поэтому я еще напомню, да, что неоднократно говорил, что у России не стояла задача вести какую-то захватническую войну. Была задача сменить курс Украины. Они называли это денацификацией там, или как иначе. Да? Но совершенно понятно, что поход на Киев должен был стать средством давления на украинскую власть, отказа от внешнего курса вступления в НАТО, изменения внутренней гуманитарной политики, которая поражала в правах русскоязычное население, отказ от гонений церкви и так далее. То есть так или иначе принуждение, да, к смене курса, а не захват каких-то территорий. Поэтому я далек от мысли, что на самом деле сейчас Россия планирует какие-то новые операции именно по захвату территории. Возможно, по дисбалансу по линии соприкосновения, а мы понимаем, что падает количество контингента вооруженных сил Украины, об этом все говорят, да, и аналитики, и народные депутаты, и военные, о том, что уровень дезертирства и СЗЧ огромен, и что потенциал становится неравным, и, соответственно, если надавить еще на каких-то других направлениях, то фронт может посыпаться целиком, и это выглядит как, наверное, следующий ультиматум. Если мы с вами проанализируем каждое требование России, от минских начиная, потом гомельские, стамбульские, и теперь следующий подход, да, к попытке подписать мирные соглашения, требования усиливаются, ухудшаются для Украины. Соответственно, сейчас разговоры о юге Украины или о Харьковской, Черниговской областях, о северных регионах – это ультиматум, что будет, если текущие условия Украиной не будут приняты. Касательно ударов по танкерам, я еще в тот же день, да, написал, что может быть симметричный ответ. Это Россия может парализовать наш весь импорт и экспорт, который происходит через черноморские порты, либо ответить несимметрично и решить эту проблему в принципе, попытавшись отрезать Украину от моря путем захвата Херсона, Николаевской и Одесских областей, да, что пока кажется маловероятным, но, по крайней мере, в рамках ближайшей военной кампании, потому что для этого нужен гораздо больший контингент, или все-таки лишение Украины вот тех средств, о которых мы с вами говорили, да, разведки, связи, финансирования, поставки вооружений. Если Европа тоже не сможет поставлять, то слова главы комитета, оборонного комитета Верховной Рады о том, что нужно увеличить мобилизацию с 30 до 60 тысяч в месяц, будут означать, что все эти дыры будут закрываться украинскими жизнями, на которые Великобритании абсолютно наплевать. Поэтому еще раз хочу сказать, да, тут по поводу эскалации и танкеров. Смотрите, все события, они же предсказуемые. И провокация, да, она предполагает заранее просчитываемый ответ. И вот эта эскалация сейчас управляет Великобританией, и Зеленский, на которого есть компромат, и у них по выводу денег Приватбанка через Коломойским, через аффилированные с Зеленским структуры, лишний раз это просто доказывает. Но в любом случае это будет болезненно для нас, и чем быстрее
Украина выйдет из этого конфликта, чем быстрее подпишет мирные соглашения на тех условиях, которые пока есть на столе, тем будет лучше. Ну, этого не предвидится. Смотрите, это мы же судим по делам. Русский язык не защищается хартией о европейских языках. Ну, так вот, проголосовали. Ну, нас уверяют, не волнуйтесь, ничего не изменится. Можно. Я вообще это как бы наблюдаю очень давно, и вы тоже наблюдаете, да, как нам берут и говорят, мы тут отменили русский язык, но вы не волнуйтесь, вы можете продолжать дальше говорить, это вас не касается, это там бумажки, это все юридически, не волнуйтесь. Точно так же, как, а чего вы волнуетесь? Ну, нет теперь больше в Киеве улицы Лаврская, есть Мазепы. О, вот это сдобулы. То есть это тоже как бы, ну, вас не коснется. Ну, кучу же улиц переименовали. Ну, забьете там, привыкните в навигаторе, там, посмотрите, куда ехать или как пройти, или как там, где, какой штемпель на почте поставить. Привыкните, стерпится, слюбится. Но ведь это прямо противоречит и одно, и второе. И можно там еще несколько таких, да, моментов привести. Даже вот этим гипотетическим, обсуждаемым русскими и американцами пунктом, да, которые вот на этой неделе с Виткофом обсуждались. Вот понимаете, это ведь нам дает четкую картину будущего, что как бы до последнего украинца, значит до последнего украинца. Вот вам, пожалуйста, отмените вот это, а мы наоборот делаем откат назад. Ведь это же как спираль, да, как вот это правило буравчика, да, вот как какой-то штопор, куда вводят непосредственно Украину изнутри. Кто это делает, как вам кажется? Саш, ну смотрите, у меня по поводу отмены поддержки Европейской хартии русского языка отдельное мнение. Я понимаю, что всем сейчас выгодно кричать, нагнетать, вот смотрите, будет война, они специально это делают. Я думаю, что это абсолютная глупость. Объясню почему. Европейская хартия касается языков национальных меньшинств. Если прочитать украинскую конституцию, которую Зеленский поставил на паузе, написано, что государственным языком является украинский, но государство гарантирует свободное использование, защиту тра-та-та русского языка и языков национальных меньшинств. То есть других, мы это вот, смотрите, мы сейчас поговорим с вами. И других языков, смотрите, русского языка, и других языков, запятая, да. И других языков национальных меньшинств. Это не равно. Русский язык, вот смотрите, русского, запятая, и других языков национальных меньшинств означало бы, что русские относятся к другим языкам национальных меньшинств. А русского языка, запятая, и других языков национальных меньшинств означается, что они разделены. Понимаете, в чем дело? У меня мы сейчас поговорим дальше немножко там про внутреннюю политику, прямо интересно. У меня как раз разгорелся спор на эту тему с Анной Скороход. Она... Ну вот прям так получилось, смешно тогда. Я говорю, русский язык это как бы отдельно, и других языков национальных меньшин. Получается, что и других языков относятся к русскому языку. И так это читается. Ну, в общем, мы к этому перейдем еще, к позициям и к политике. Так вот, почему отмена русского из хартии это не опасно и хорошо? Закончите. Саш, я абсолютно уверен, что 28 пунктов, которые обсуждаются, это проба пера, да, это попытка прощупать общественное мнение, да, и такое окно Эвертона, которое должно подготовить гораздо более жестким трактовкам, на которых, скорее всего, настаивает Российская Федерация. Я абсолютно уверен, что у русского языка будет особый статус. Он будет поддержан особым законом. И этот закон, он по-любому будет иметь большую юридическую силу, чем европейские хартии, на которые мы можем обращать внимание, да, но мы не обязаны их исполнять. Я хочу напомнить, да. А закон, который будет принят по русскому языку, думаю, будет давать ему особый статус, будет его защищать и будет предусматривать, я абсолютно уверен, уголовную ответственность за языковую дискриминацию. Потому что если этого не сделать, какую хартию не применяете, мы прекрасно понимаем, чем это в Украине закончится. И я думаю, это прекрасно понимают и те, кто ведут переговоры со стороны российской делегации. Поэтому я бы не посыпал голову пеплом. Я абсолютно уверен, что его исключили отсюда для того, чтобы придать ему статус. И мы скоро увидим рассмотрение отдельного для этого закона, который войдет в политическую часть тех требований, которые должна будет выполнить Украина для подписания мирного соглашения с Россией. Думаю, такой же отдельный закон будет и по
Украинской Православной Церкви. И, я думаю, что он будет выписан абсолютно в общем виде. Думаю, что будет отменен пакет рейдерских законов, которые тогда принимались еще при Порошенко в рамках Армавира, да, по самоопределению религиозных громад. Думаю, что будет возвращена вся собственность ее настоящим владельцам, да, а не рейдерам и так далее и тому подобное. Поэтому я бы тут совершенно четко смотрел на это как на позитивный сигнал, а не наоборот. Зеленский, Ермак и вся его комарилья сейчас не в том положении, чтобы каким-то образом дискутировать с Трампом, да, или ему перечить. И то, что мы с вами обсудили, Магомед Расулов, да, и откат требований по Христенко говорит о том, что Зеленский сдает позиции, полностью выполняет те требования, которые ему выдвигают Соединенные Штаты. А этот вопрос языковой, он является первопричиной конфликта, поэтому сейчас пойти вразрез с мнением Вашингтона Зеленский точно не сможет. И, как показало голосование за бюджет, Арахамия все еще управляет Верховным Советом в интересах Владимира Зеленского, и, соответственно, это голосование и принятие новой трактовки защиты языка по Европейской хартии, да, это лишний раз подтверждает. Смотрите, по поводу Анны Скороход, она говорит, политическое давление, опубличены там частично этот тенор, который Басов якобы говорит, что нужно там 2 нардепов, и она там упоминается, попросить написать какое-то депутатское обращение. А сама она якобы, да, подозревается в том, что $250 тысяч какого-то предпринимателя то ли брала, то ли возьмет, то ли хотел. Короче, в общем, ОПГ организовала, и, в общем, на этом ее взяли. Но примечательно, что это можно было бы говорить, если бы ее приняли СБУ. Ну, там, например, или санкции ввели, почему нет? Санкции, СБУ, но там же тоже НАБУ и САП в этой истории. И поэтому тут как бы удивительно рядом. Если НАБУ и САП действуют условно под кураторством офицера из ФСБ, ФБР. ФБР. Хотя, вы знаете, может, кто его знает? Может, и ФСБ. В общем, как-то удивительно происходит все, Евгений Владимирович. Получается, насколько эта гидра, получается, далеко и касается, прошла, и касается даже тех, кто, условно, со своей позицией противоборствует вот этой власти и вот этой системе офиса Ермака. Это, оказывается, часть системы. Я напомню, что Анна Скороход имела отношение с Антоном Поляковым. Если вы помните, его отравили после его заявления о зарплате в конвертах, которые платят слугам народа. Вот. После этого она ушла в оппозицию, да, и находится, по-моему, в группе «За будущее». И смотрите, вот что важно. Если Зеленский полностью пошел на поводу Соединенных Штатов и выполняет все их хотелки, Соединенным Штатам не нужны потрясения. У Зеленского достаточно управляемая система, то есть он управляет частью правоохранительных органов, на него ориентируется армия, он управляет парламентом, неважно, через Арахамию или каким образом, но в стране принимаются необходимые для Зеленского решения. А значит, если он выполняет волю США, система стабильная и потрясения не нужны. Поэтому то, что сейчас мы с вами обсуждали, что СБУ приняла присягу, да, и сказала, что будет занимать державницкую позицию, да, то есть не будет защищать Зеленского, не будет участвовать в конфликте между НАБУ и президентом. И, соответственно, он стал на сторону американской вертикали. И то, что они сейчас действуют сообща, лишний раз говорят, что Малюк поменял хозяина Зеленского на условно офицера ФБР, которые курируют НАБУ. И сейчас они все вместе совместно выполняют те функции, которые необходимы штатам. И вполне возможно, что Скороход сейчас находится в группе каких-то людей, которые собирались переформатировать парламент. Тогда, помните, когда побежали наши ветераны Порошенко, Тимошенко, да, обнявшись с Железняком, хотели сформировать и требовали отставки Ермака, новой широкой коалиции, перезагрузки парламента, перезагрузки кабинета министров, нового спикера. Да, вот сейчас их немножечко присадили. Обратите внимание, они же тоже молчат. А что вдруг? Куда же делись наши парламентарии? Чего Железняк замолчал? Железняк, а чего ты замолчал?
Но ты же такой был резкий, как Ситро. Просто команду ФАС заменили на команду сидеть, точно так же, как и Юлии Владимировне Иван, точно так же, Петр Алексеевич, как и тебе. Вот это все просто собачки и понятные псарни. Поэтому эти хотя бы слышат команды. А видно, есть еще в парламенте силы, которые каким-то образом не подвержены влиянию, и на их примере, да, разменять их не жалко, сейчас показывает, что все, кто будут действовать вразрез той политикой, которая продиктована Соединенными Штатами, будут наказаны как украинскими правоохранительными органами, так и американскими, которые действуют в Украине. Я думаю, что это просто сигнал остальным, что дергаться не надо, надо выполнять команды. Ходят слухи, что Ермак, который между тут и здесь, продолжает управлять вертикалями, за ниточки Карабаса-Барабаса дергать. Что вы об этом думаете? Ну и насчет Малюка тоже поговаривают, что он заболел человек. Вот, лучше, когда ветры воют, дуют и сметает все, немножко, скажем так, дать покой организму и провериться лишний раз, так сказать. Это такая старая практика у бывалых людей, бывалых аппаратчиков. Наследие Ермака переварит Зеленского или Зеленский переварит наследие Ермака? Я бы их не делил. Я бы их совершенно не делил. Это близкие люди, это партнеры. Зеленский позволял ему принимать все основные кадровые решения. На 90% все вертикали сформированы исключительно Андреем Борисовичем, поэтому он влияет на эти назначения, и, естественно, все прекрасно понимают, что жертва Ермака, она была вынужденной, это как в любой шахматной игре, для того, чтобы сохранить короля, слабую фигуру, уязвимую, но главную на доске, да, то есть, поэтому требование убрать Ермака было, естественно, продиктовано и попыткой сохранить внутреннюю стабильность, но я абсолютно уверен требованием извне, для того, чтобы Зеленский стал более податливым. Понятно, что он все равно согласовывает, а не каким-то образом свои действия, но одно дело, когда за пультом сидит Ермак, а второе дело, когда он кому-то дает команды по телефону, да, и все прекрасно, ориентируясь по ветру, эти команды стремятся саботировать. Вот вы не зря сейчас сказали про начальника СБУ, он понимает прекрасно, что ситуация может качнуться как в одну сторону, в одну чашу весов, да, так и в другую. И чем это закончится, пока непонятно. И если Зеленского сейчас все-таки передавят Соединенные Штаты, а не Великобритания, скорее всего, реакция НАБУ, САПа и того же Малюка, да, будет направлена против вертикали, которую построил Зеленский, читая Ермак. И пока он решил посидеть на больничном. Более того, насколько я понимаю, его мог попросить и Зеленский, поскольку остальные фигуры, не все Малюка, кстати, поддерживают службы безопасности Украины. Многие считают, что его шаг – это шаг предательства. И я вам даже объясню почему. Не потому, что он предал Зеленского, а потому что, вдумайтесь, глава службы безопасности пошел на поводу у вертикали, построенной иностранным государством, то есть лишающим Украину суверенитета. Это и есть измена Родины. И та структура, которая должна бороться и которая является, да, в сферу которой компетенции входит 111 статья об измене Родине, как раз получается в лице руководства этой нашей Родине и изменила. Поэтому не смог Зеленский уволить Малюка, потому что он герой Украины. Я знаю, что этого требовал Ермак, этого требовали и члены другие, которые входили в ситуационную комнату. Но Зеленский не стал накалять отношения с американцами, понимая весь объем компромата. Наверняка ему его обозначили, который есть. И он прекрасно понимает, что если это сейчас узнают и гражданские, и военные, то он даже из страны выехать не сможет. Как вы думаете, что будет дальше с Ермаком? Все будет зависеть от того, по какому пути пойдет Зеленский. Если Зеленский будет выполнять требования Соединенных Штатов, ни ему, ни министру юстиции, ни министру энергетики подозрения объявлять не будут. Если же Зеленский попытается играть в игру
Великобритания, скорее всего, Соединенные Штаты сначала наступят на Галущенко, потом на Ермака, а дальше придут за Зеленским. Это очевидно. Он уже на самом деле, если пойдет полное противостояние, не нужен. Важно будет, кто возглавит Верховную Раду и кто будет обладать правом подписи, которое будет необходимо под мирным соглашением. Я думаю, что порядок действий будет такой. Никто не будет ждать перезагрузки системы, новых выборов и так далее. То есть часть вопросов, которые нужно будет подписать в рамках в рамках, оговорочка, да, в рамках нового мирного соглашения подпишет спикер, а остальные вопросы будут выноситься на референдум. На референдум о чем? И среди кого? Понимаете, состояние украинского общества, оно такое пограничное. И вот то, что мы видим происходит на улицах, то, что мы видим, как вообще в подвешенном состоянии страна находится. Вот вы упомянули принятие бюджета, но они же дырку от бублика приняли. Ну вот дырка от бублика, в прямом смысле этого слова. Декларацию. Это было политическое голосование, чтобы показать, что система парламентская в стране находится под управлением Зеленского. Понятно, что с таким дефицитом бюджет не принимается, это невыполнимый документ. Но это было сигнальное голосование, 257 голосов, если я не ошибаюсь. Да, это говорит о том, что у Зеленского есть большинство, и он может принять любые необходимые решения. А это важно для того, чтобы сохранить Зеленского у руля. Пока. Если бы этих голосов не набралось, тогда бы, наверное, шло формирование более широкой коалиции. Но сейчас пока в этом нет необходимости. Так вот, сегодня у нас годовщина, 31 год назад подписали Будапештский меморандум. С этого Будапештского меморандума, собственно, все и началось. Да? Потому что Зеленский его вспомнил перед самым началом большой войны и говорит, мы выходим из него. Документ исторический, отношение к нему неоднократно высказывали и вы, и до войны, там, до 22 года имеется в виду, до большой войны, и во время вот этих политических баталий, и после. Однако кажется, что сейчас что-то идет, вот финализация идет к какому-то Будапештскому меморандуму 2. Ну, то есть, опять все очень пространно, очень все, скажем так, да, ну и ни к чему ничего никто не будет никого обязывать. Как вы думаете, Будапештский меморандум 2 кто будет подписывать? Саш, давайте начнем сначала. Вот Зеленский постоянно искривляет факты. Во-первых, почему вы правильно вспомнили эту Мюнхенскую конференцию по безопасности, где Зеленский хотел отменить пакет будапештских законов, это означает отказ от безъядерного статуса. Но я хочу напомнить, что не Будапештский меморандум стал обменом на безъядерный статус, а Украина поменяла безъядерный, внеблоковый, нейтральный статус на свою независимость. Потому что в 90-м году была принята декларация о суверенитете Украины. Это было принято как обязательство, какой будет Украина, если получит суверенитет и независимость, которую она получала в 91 году. Еще раз, отказ от ядерного оружия было условием выхода Украины из СССР. И вот Украина, выйдя из СССР, должна была отказаться от ядерного вооружения, закрепить внеблоковый и нейтральный статус. В 1994 году Будапештский меморандум как декларация был действительно подписан, но, как мы с вами понимаем, имел более декларативный характер. Еще раз скажу вещь, которая очень не нравится украинцам. Единственным гарантом безопасности Украины много веков была и будет исключительно Россия. И никто больше. И гарантия со стороны России безопасности Украины, если Украина не будет являться экзистенциальной угрозой для России, будет самыми четкими и самыми понятными. Вот русские за нас умирать будут. Ни один европеец никогда. И это было совершенно очевидно. И вот этот маневр, который сначала сделал Ющенко, Яценюк и Тимошенко, сделав Бухарестскую декларацию, написав туда обращение в 2008 году с попыткой получить постоянный план действий
по членству в НАТО, да, и где это решение было заблокировано Германией и Францией, если помните, да, это было окно Эвертона, потому что тогда на Бухарестском саммите не отказали прямо, а написали, что двери НАТО для Украины остаются открытыми. С тех пор появились у нас так называемые оранжевые, да, которые лоббировали неосуществимый курс в НАТО, в ЕС, что на самом деле нарушало наши обязательства, которые мы взяли, получая независимость перед Российской Федерацией в первую очередь. И, соответственно, привело к тому конфликту, который широкомасштабный, который мы наблюдаем с 2022 года, когда риски приема в НАТО стали уже максимально большими, что подтверждали учения, которые проходили над Украиной в 2020 году, если вы помните, когда летали Б-52, это бомбардировщики, которые являются носителями ядерных ракет, да, что Россией было воспринято как экзистенциальная угроза. Была высадка дистанта в Великобритании, в Николаевской области, форсаж Днепра и так далее, да, что было воспринято как агрессивные действия в попытке возвращения суверенитета Украины над Крымом, что Россия считала для себя неприемлемым. То есть цепь этих событий привела к широкомасштабному конфликту в 2022 году, и управлялись, я абсолютно уверен, Великобританией по мере роста эскалации, что, в общем-то, мы и сейчас с вами наблюдаем. Поэтому я думаю, что гарантии безопасности, о которых надо сейчас думать, да, это в первую очередь со стороны стран ядерного клуба, в первую очередь Российской Федерации, потому что, еще раз повторю, это единственная страна, которая будет выступать на стороне Украины в случае интервенции со стороны стран Европейского Союза. Ну, в чем я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь ввиду несопоставимости ядерного паритета Российской Федерации. Поэтому кто будет подписывать, не так важно. В 5-ю поправку НАТО я абсолютно не верю. В то, что это будет гарантировать Соединенные Штаты, у них нет такого интереса. Украина для Штатов всегда была интересом давления и продавливания политических решений со стороны Российской Федерации. Но, как видим, эта тактика не сработала. Да? Глобалисты провалили свой план. Трамп сейчас пытается это изменить. Это, наоборот, только привело к сближению России, Китая и Индии, формированию БРИКСа уже как не бумажного союза, да, а продолжение покупки со стороны этих стран нефти и газа у России говорит о том, что союз устоялся и будет только развиваться, да, и будет формироваться, можно, не один центр принятия решений, да, и возможно, не один полюс формирования мирового порядка. Евгений Мураев был моим собеседником сегодня. Евгений Владимирович, спасибо большое за время и мысли. Спасибо, Александр. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся. Саш, если можно, я еще раз попрошу всех подписаться на телеграм-каналы, ваш, мой, потому что это самый, наверное, на сегодня демократический вид связи между мной и нашими людьми. И я после вас выложу эфир тоже в телеграм, там смотреть удобно и звуковую дорожку слушать тоже. Спасибо вам огромное, всего доброго, до следующего эфира. Да, заходим мы в эту зиму. И очень хотелось бы, чтобы это была последняя зима войны. Но за всем будем следить и, конечно, анализировать. Увидимся.